Здравствуйте всем! Сегодня я хочу показать нам видео отбраковку моих самцов. То есть, как я ее провожу, кого я отдаю, кого я убираю, кто поедет в другой дом. У меня сейчас на очереди стоит одна женщина, которой я и отдам, а всех остальных я увезу завтра в зоомагазин. Значит, изначально я уже выбрала самцов и пересадила их вот в такой маленький контейнер, чтобы показать вам, что я имею в виду. То есть вот давайте вот всех разберем. Вот, к примеру, вот на нас хорошо смотрит вот этот получерный красный. Что в нем не так? Смотрите, короткий хвост. Вот он ушел туда. Короткий хвост, неровный хвостик, вот неровный край хвоста, он такой у него вильчатый. Дальше, вот еще один такой же. Короткий хвост, маленький размер. Хвостики эти не порванные, а именно они сами изначально такие. То есть, как будто бы они немножко... Вот смотрите, например, вот. Сейчас, вот. Вроде бы, ну, красавец, да? Вот этот краснохвостый. Но смотрите, какой у него был неровный хвостик. Сейчас я их вот... Рыбки боятся, они немножко в стрессе, потому что... Значит, где вот он убежал? Так вот, я потеряла этого самца. Значит, вот смотрите, вот это вот коброчки. Даже не коброчки, а вот называются такие филигрань. Это красиво, да, вот такой мелкий рисунок, все. Но видите, какой хвост. То есть самки были с акульями хвостами. Акульи это не ровный вот такой вот ровный овал, а как у акулы, знаете, то есть одна сторона хвоста больше, чем другая. И то же самое передалось самцам. Вот, поэтому... Те, кто разводит и ставит задачей, разводит гуппи и ставит задачей именно хороший развал ровный хвоста, ровный вуалевый, самки с акульями хвостами, они вот могут дать вот такое. Потом смотрите, вот, к примеру, вот сейчас вот он вернется, вот этот вот, у него хвостик редисочка, видите? Это такая форма хвоста называется редиска. То есть для кого-то, наоборот, он захочет вот таких разводить, и для кого-то вот такой самец будет находкой. А для меня это вот не кондиция. Дальше, вся мелочь, которые вот, например, вот этот вот, мелкотня. То есть интересный рисунок, но по ним видно, что вот они вот такие останутся. Для меня это мелкие. Вот посмотрите, какой вот этот вот. Вот. Гигантский практически по сравнению с тем. Вот с этими маляпуськами. Вот с этими. Дальше. Вот, например, вот этот вот самец черно-желтый. Черное предхвостие, желтый хвост. Неровный хвост. Мелкий. Ну, никакой, у меня просто они. Есть тут парочка хороших, но это просто я, ну, чтобы женщине вот это отдать просто излишки, ну, чтобы некоторые у нее красивые были. То есть иногда я беру и так. Но в основном я в этот раз отдала мелочь. Отдала очень много именно краснохвостых, потому что у меня в аквариуме слишком много уже что-то красного цвета. Хочу вот эти вот берлинцы, вот эти вот, они там всякие у меня бывают. Вот это получерные, красные. Вот берлинец, вот берлинец. Вот с этой редиской, с этим хвостом берлинец. Просто хочу уже даже, ну, наверное, отказаться от этой породы. Ну, хотя, может быть, что-то у меня интересненькое будет. То есть, смотрите, вроде бы они хорошенькие, но вот с какими-то недостатками есть. Вот сейчас они, вот я чуть... Ой, хотела показать, и фон упал.
Ну, хотя вот так тоже можно оставить. Вот посмотрим дальше. Вот этот вот, например, ковровый, он неплохой. Но опять же, нижняя сторона хвоста, нижняя, она тяжелее, чем верхняя. То есть немножко идет асимметрия. Вот. Ну, вот такие вот, явно понятно, что вот такая мелочь. Есть даже те, которые вот просто мне по окраске недостаточно яркими кажутся. То есть вот смотрите, это вот в принципе это моя отбраковка, хотя для кого-то это будет вообще шикарные гуппи. Я всем желаю, чтобы при вашей селекции через какое-то время вы вот таких гуппи уже могли с легким сердцем отбраковывать. Значит, я еще раз повторюсь, как это все делать. То есть, когда вы мне просто задали этот вопрос в комментариях, я в комментариях ответила, как вы выбираете выдающегося самца, то есть, как вы вот скрещиваете самочек. Берете самца, подбираете ему от 4 до 6 красивых самочек, подходящего к нему окраса, или наоборот, даже не подходящего, чтобы получить интересные гибриды. Скрещиваете их, потом получаете потомство. И только когда вот обязательно разделяете самцов и самок. И когда уже будет видно, со временем вы поймете, у кого есть, например, ген карликовости. Это вот эти вот малявки имеют вот ген карликовости. Сразу можно уже отбрасывать. У кого неровные хвосты, неправильная вообще форма. Или вот, например, вроде вот смотрите, вот здесь, вот сейчас я на него наведу, вот он вот встал сейчас ровненько, вот он получерный красный. Вроде вообще ничего в нем плохого нет. Но смотрите, вот сам развал хвоста составляет как бы острый угол, а я хочу, чтобы хотя бы тупой угол был 90 градусов или ближе к тупому углу развал хвоста. То есть вот когда острый, то есть мне уже изначально не нравится, то есть я уже иду на такой уже, на большой. Вот, например, вот этот вот получше угол хвоста, но у него есть ген, вот как называется, вот как вот у петушков есть короны, когда вот такие как лохмотья сзади, и вот у него такой ген присутствует, то есть как будто ему хвост порвали. Вот, по-настоящему это вот и есть. Даже есть породы такие гуппи с хвост корона называется, то есть вот такие лучики. Вот у него это начинается, то есть, ну, там не четко, но если там, допустим, поселекционировать и сделать, то можно от него получить эти короны. То есть можно работать с таким. Но мне он для вуалевого классического самца, он вообще не подходит. То есть он носитель не того признака, который мне нужен. Вот. Значит, берете вы самца хорошего, красивого, который берете 4-6 самочек, сажаете их в отдельную емкость где-то недели на 2. В этот момент самочки хорошо кормите, водичку чистую держите. Через недели-две, скорее всего, будут все самочки беременные, и тогда вы уже потом будете смотреть. Можно будет его дочерей посадить на отца, чтобы закрепить какие-то признаки. Можно просто вот этих братьев и сестер друг с другом скрещивать, когда они подрастут. То есть, ну, там уже нужно будет наблюдать. Я вот в этой части видео показываю сейчас не кондицию, а следующую часть я хочу снять именно тех, то есть выдающихся самцов, которые вот мои любимчики. Показать в теме выдающихся самцов, вот те, которых я парую со своими самочками. Хочу показать, вот сегодня отсадила на вот этого самца. Все-таки я решила берлинцев своих поддержать, потому что у меня есть очень красивый вот этот самец, и еще есть парочку. Обратите внимание, у него есть нагрудные плавнички такие черно окрашенные. Они называются ушки.
Так, сейчас вот мы его... Он немножко боится, пугается, что оказался в такой емкости, но он очень хорошо ухаживает за этой девочкой. Посмотрите, слева комок трубочника. Я из-за того, что трубочник здесь очень трудно, ну, вернее, как, и трудно достать, и мало его очень, поэтому я использую только вот в тех случаях, когда у меня самочки отсажены рожать, или вот пара паруется, чтобы не было, вот, например, от сухого корма или от заморозки быстрое порченье воды. Вот эта девочка, она вот сутки родила, и я сразу же ее посадила. Вот видите, как я спаровала самку с самцом, то есть оба они получерные, красные, да, но самочка эта моя новенькая из зоомагазина, она такая бархатная. Вот, она короткохвостая, то есть у нее ген короткохвостости, но я все-таки хочу от нее получить деток, чтобы у них вот эта бархатность была, усилилась. А от мальчика, естественно, хочется хвост и вот эти ушки, которые называются грудные плавнички, ушками называются. Вот, сейчас как может получиться, что... Вообще самка отвечает за форму хвоста и за длину хвоста. То есть если она уже, соответственно, короткохвостость несет, ген короткохвостости, то есть вполне возможно, что от нее вот сейчас дети получатся, даже несмотря на то, что такой мальчик, красавец, получатся короткохвостики. Но все равно, если потом сделать возвратные скрещивания, то есть уже ее дочек на папу, вот, тогда может получиться, что получим уже ее красивые признаки и признаки самца, именно вот вообще их не видно тут, вот сейчас я его, посмотрите, красивый. Он сейчас стрессует, потому что я вот так открыла, он видит, я камеру приближаю, он видит и боится. Вот у него, видите, ушки какие. Но они еще у него не совсем черненькие. То есть big ear, это большие уши по-английски. У них они вообще мощные и очень-очень черные прямо. И такие аж, ну вот такие заворачиваются аж. То есть многослойные, что ли, как так передать словами. Если я хочу получить вот такой признак, это, конечно, еще не одно поколение придется заниматься отбором, чтобы и у девочки были не прозрачные грудные плавнички, а тоже черные. Ну, то есть вот это сейчас буду следить. Решила я все-таки своих берлинцев оставить, потому что увидела, какие были изначально в зоомагазине. И я увидела разницу, какую я уже селекцию провела, вот улучшение этой породы. И я поняла, что я действительно добилась успехов. Поэтому решила все-таки эту породу поддержать, не убирать их всех из своего аквариума, вот, а вести вот своих. Он очень сейчас красиво ухаживал за самочкой, то есть, и просто ему сейчас мешает то, что я вот, наверное, стою, маячу. Он уже танцы перед ней ведет, он уже хорошо ее уже любит, можно так сказать. То есть вот этим видео я еще раз хочу показать не просто, как я парую своих гуппи, а именно каких я отбираю самцов. То есть это явно видно, что ну красавец. По сравнению с тем, какую вот я не кондицию отобрала, вот это видно, вот это кондиция. Вот таких я размножаю. Он, видите, он даже аж немножко вертикально плавает, потому что у него хвост тяжелый. И мало того, это еще он не вырастил полностью до максимального свой хвостик. Он у него еще будет расти. То есть я знаю, что он еще молоденький. Но я вот делаю, спариваю их. Почему на таком возрасте? Он еще очень сильно активный.
То есть для него девочка, еще он к ней неравнодушен. Поэтому нужно воспользоваться, а потом он уже у меня будет просто плавать в аквариуме для мальчиков, отращивать свой хвост, и он уже не будет за самками гоняться. Слишком у него будет хвост тяжелый. Вот, поэтому вот сейчас пока так, он еще может ее догнать и полюбить, так сказать. Вот. Значит, еще я видео сниму, когда я всех своих самцов в отдельную емкость поставлю, чтобы вы посмотрели, какие еще у меня есть выдающиеся самцы. Еще сидят. Вот сейчас, дело в том, что вот эти емкости находятся на подоконнике, поэтому свет с задней стенки идет, поэтому, конечно же, красоту самцов невозможно увидеть. Вот еще одна емкость, где сидят два новеньких московских зеленых и мои самочки, то есть более-менее подходящие к ним по цвету. Вот смотрите, видите, какой у девочки вот у этой хвостик зеленовато-желтый. Это вот явно вот от них. Ну, подходит по окрасу. И у меня просто раньше были московские. Это вот какая-то одна из правнучек, что остался, что несущая ген вот этот вот. То есть она сейчас идеально подойдет, потому что это линии разные совершенно. Вот эти вот таиландские, московские, ну они из Таиланда. Вот. И вот вторая девочка тоже самая. Вот она вот как сейчас, если развернется, тоже видно такой же хвост. То есть вот самки эти мои уже давнишние, а самцы покупные, если вот сейчас все получится, то вообще должны дети шикарные получиться. И сразу вот московские, не гибриды. Потому что две свежих линии, совершенно не соприкасающиеся с собой вот по генам, вот, они должны дать очень сильный результат. Ну и для сравнения я хочу показать вам своих любимцев, которые так называемые мои выдающиеся самцы. То есть посмотрите, какие в основном у меня вот расцветки. Ну, самый новый это вот такой, это вот белый платином. Вон он сейчас на задней стенке ушел, но скоро подойдет. Его, естественно, видно, понятно. Это, конечно же, не моего разведения, это вот приобретенная моя новиночка такая. Это когда я сдавала, ездила сдавать своих рыб. Вот та женщина, которая у меня их принимает, менеджер, она мне разрешила взять тоже рыбами на обмен. То есть я привезла своих, очень много, получила там немножечко. То есть я вот такого получила самца, 4 штук, вернее, получила вот 2 московских, которые тоже станут моих. Один вот видите больше зеленого цвета, а вот этот вот более такой синенький. Также у меня вот ярко-красный есть вот этот вот, с ним еще предстоит селекционная работа. Вот тут желтый лимонный. У меня вот эта линия уже вырождается. Мне нужно будет либо как-то обновлять, потому что, видите, он у меня кривенький. И так все родились. То есть я, скорее всего, буду брать, вот если будут хорошие, там также вот на обмен, чтобы своих лимонных вот этих поддержать линию, внести новую кровь и получить уже нормальных здоровых рыбок. То есть вот это показатель того, что линия вырождается, что был инбридинг, близкородственное скрещивание, и уже начались вот генетические изменения, как вот, например, у этого самца искривление позвоночника. Значит, вот мой любимчик, моя любимая коброчка филигрань. Красавец, конечно, но почему-то его дети не получаются точно такими же, как он, а получается вот его сынок плавает, вот она коброчка желтая, вот такими получаются. И вот это его сын голубой, это тоже от него. То есть вот они расщепились вот на таких.
Конечно же, я буду стараться возвратить вот эту мелкую филигрань, какой папа, потому что, ну, папа просто, ну, красавчик. Сейчас сфокусирую, вот. Хороший мальчик, уже взрослый. Надо уже что-то делать. Ну и под конец сейчас моя радость. Это вот ковровые гуппи, как я их называю. Да, вот. Вот. Дело в том, что у меня был такой один всего лишь самец. И я его посадила на всех подряд самок. То есть и на краснохвостых самок, и на чернохвостых самок, на всех. И у меня получились разные варианты вот этих ковровых. У кого-то больше на теле, например, больше голубого, у кого-то ярко-красное что-то. Ну, то есть у кого-то больше черного, у кого-то больше таких вот как гвоздики. То есть сейчас я уже буду смотреть и садить именно тех самцов, на которых самочки больше похожи. Вот, например, от того же самца, вот, к примеру, вот этот вот красный, вот он. Ой, что творят, невозможно показать. Так. Вот, пошел. И точно так же вот это его сводный брат, который вот кисточкой вот показываю, вот этот вот. То есть вот они два брата, они очень сильно друг с другом как бы отличаются, да, а то же самое, они просто от разных матерей, но от одного отца. Ну и вот моя красотуленька, вот это вот берлинский, он такой довольно темный. Мне что в нем нравится? Во-первых, вот эти ушки, которые у него есть, это грудные плавнички черненькие, которые называют ушками. И вот у этого тоже вот такие же черные ушки. То есть я сейчас, если берлинцев буду стараться разводить, вот видите, вот два берлинца, вот они. У обоих грудные плавнички очень такие темненькие. Они еще, конечно, не совсем черные, но это уже начало селекции, что именно вот таких я буду отбирать, чтобы как можно сильнее сделать вот темные и крупные вот эти вот плавнички. Называются такие рыбки big ear, то есть большие уши. И вот буду своих собственных биг-иров пытаться развести. Получится, не получится, не знаю. Ну, в общем, вот что я хотела показать по сравнению с тем видео, где я показала отбраковку, не кондицию. Здесь я в этой части хочу показать именно тех, кто на каких самок, вот каких самцов я сажу, каких выбираю. То есть самых лучших, которые у меня есть, или же тех новых по окраске, которых я только что приобрела. Вот как вот платиновый, как московские гуппи, вот как красный вот этот вот самец, это я буду. А вот это вот все остальное, вся красота, это уже моего производства и моей селекции. То есть вот эти вот берлинцы, которые вот он еле-еле свой хвост несет, он очень красивый. Вживую видео не может передать, какой он по-настоящему. Он вот такой вот коричневый, немножко коричнево-бордовенький такой. И хвостище, конечно, как будто вот шелковый такой. Шелковый хвостик. Вот этот более яркий. Кстати, вот это, у него тоже папа вот тот ковровый, которые вот все вот эти брательники, которые такие разные друг с другом. Так вот, его папа тоже такой же, то есть посажено было на всех самок, и вот такое получается. То есть можно иногда иметь одного самца красивого и кучу самочек, и сделать такой микс, такой разброс, и потом дальше уже двигаться уже в разных направлениях. Очень интересно можно с одной какой-то окраски получить, то есть с одной окраски можно получить 5-6 разновидностей окрасов и уже дальше вести селекционную работу дальше. Опять же, пусть в меня не кидаются камнями настоящие профессиональные заводчики, которые
радеют за чистоту линии и все такое. Это я рассказываю, как можно пробовать селекционировать рыбок вот в тех условиях, как вот в основном городских наших квартирах, где не так много места, где нет возможности завести определенные стойки и вести какие-то линии. То есть, чтобы меня не говорили, что я там с панталыку всех сбиваю, неправильно рассказываю. Это я именно говорю в том случае, когда люди просто хотят попробовать, просто хотят породы свои улучшить, окраску улучшить, как вот это вот сделать, там хвосты, чтобы побольше были, те же ушки вырастить и все такое. Конечно же, для профессиональной селекции, правильной селекции, то, что я говорю, это не совсем верно. Вот, но я рассказываю именно для той своей аудитории, кто хочет просто вот попробовать себя, может быть, остановиться потом в дальнейшем на какой-то одной-двух линиях и уже вести дальше, набраться опыта вот сейчас, и потом уже вести дальше какие-то там 2 окраски, к примеру. Но я это делаю вот так, просто с раздельным содержанием, и я вижу свои результаты, мне они нравятся. Конечно, рыба еще оставляет желать лучшего, то есть можно еще работать и работать, но все равно то, с чего я начинала, уже видны результаты. Поэтому спасибо всем большое, тем, кому нравится мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите комментарии, о чем бы хотели бы вы услышать в следующих темах. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного, будут много интересных тем. Всем всего доброго. Всем красивых желаю рыбок получать. Пока.